Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же вас ждет? Давайте-ка откроем ваши тайны. Может быть, что-то будет сюрпризом для вас. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. У некоторых из вас может проигрываться, что вам предстоит дорога. Эта дорога может быть в отпуск, может быть к родственникам, к родителям. Это может проигрываться командировка, именно дорога, связанная по работе, по решению каких-то вопросов рабочих. Есть еще, знаете, вот состояние какое-то вроде бы и лето, солнышко, да? Но тем не менее как-то особого такого настроения нет. Вот нет особых и желаний. Вот все, что делается, делается как-то на автомате, что ли, да, вот нет какого-то драйва, нет азарта. Может проигрываться такое апатичное довольно настроение, и причем есть еще, знаете, вот некоторое недоверие вообще как будто, ну, ко всем окружающим, ко всему миру вокруг, да, вот. Давайте уточним, с чем это связано. Это связано, конечно же, с женщиной, кто бы сомневался. Это связано с женщиной, которая сделала вам в свое время больно. У каждого это будет проигрываться свой период. Да? Кто-то недавно пережил расставание, разрыв, развод, кто-то уже более давний срок, да, вот много лет, может быть, прошло. Но, тем не менее, как-то вот вы так и не смогли после разрыва наладить свою личную жизнь. Я не беру во внимание одноразовые встречи какие-то. Кто смотрит мой канал, прекрасно об этом знает. Да? Я в основном говорю о серьезных, о стабильных отношениях. То есть еще здесь проигрывается ситуация, когда настроения особо нет, даже из-за того, что как-то вот грустно одному, понимаете, вот не складывается личная жизнь. Вроде бы женщин много, вроде бы и вам нравится кто-то, вы нравитесь, да, вот есть какие-то симпатии, флирт, у кого-то даже какие-то романы короткие, но вот как-то душу, сердце вы не можете открыть. Ну вот не получается как-то никого заново, второй раз, может быть, третий, впустить в свое сердце. Понимаете? И из-за этого как-то, ну, грустно, печально и тоскливо. Несмотря на то, что есть возможности, есть деньги, есть средства, в общем-то. И для того, чтобы жить вместе, для того, чтобы ездить куда-то, отдыхать, да, вот если бы были такие хорошие, стабильные отношения, но как-то вот не складывается. Вот это вот основная проблема в вашей жизни. Также может у некоторых проигрываться, что есть некоторые финансовые проблемы на сегодняшний день. Я говорю некоторые, потому что помним, что это общий расклад, да, у всех одинаково 100%, конечно же, не может быть. Это только на личном раскладе можно более детально, более глубоко посмотреть по каждому, да. Как-то вот, знаете, и вроде бы и жить есть на что, да? А с другой стороны, вот есть некоторая нехватка денег. Вот нехватка в том плане, что постоянно вот как-то вы то ли вкладываете куда-то деньги, да, может быть, детям помогаете, кто-то родителям, кто-то, может быть, какие-то необходимые покупки делает. И поэтому вот может проигрываться, что вроде бы и зарабатываете, вроде бы и получаете, но постоянно как-то вот не хватает. Я не имею в виду прям тотальный такой финансовый кризис, нет, но вот как-то постоянно вы такая вот щедрая душа, вы как-то вот получили, отдали деньги, получили, вложили куда-то деньги, да, пусть даже это для дома, там, то, что нужно, но как-то постоянно у вас такая вот гонка, гонка, ну не то чтобы за деньгами, да, вот заработок, вот включили марафонец такой, да, и бежите, бежите, и никак не можете вот такой стабильности какой-то финансовой достичь. Вроде бы и не назовешь бедным, но в то же время, ну, постоянно как-то нехватка есть. Итак, давайте-ка посмотрим теперь, что же будет дальше вас ожидать, да, потому что все-таки все течет, все меняется, жизнь меняется. Давайте посмотрим, какие будут перемены в вашей жизни и будут ли они.
Так, и снова вы выпадаете императором. Смотрите, ребята, император, ну, априори не может быть слабым. Я уже это неоднократно говорила в своих видео. Но, тем не менее, вот этот император сильный, как-то так повелось, что этот император, ну, слишком доверчивый, что ли, да? Вот есть у вас такое качество. Поэтому у вас, смотрите, у вас и в дальнейшем будут такие моменты, которые я бы вам советовала фильтровать, как бы. Особенно это касается женщин. У вас будет такой период, что вы будете знакомиться, причем знакомиться с разными женщинами. Знакомиться с довольно такими, настолько вот реально они разные будут и по статусу, и по финансовым каким-то возможностям. Это будут и замужние, и холостые женщины. Но опять же, вот вы как такой наивный, доверчивый император, фильтруйте немножечко, что вам говорят и что делают женщины. Это такой вам маленький совет. Потому что у вас как-то так сложилось по жизни, это было и раньше так. Как-то вот женщины, ну, слишком легко вешают лапшу, что ли, да, вот настолько вот умеют вами манипулировать, а вы, несмотря на то, что вы сильный мужчина, вы самодостаточный мужчина, да, который, ну, иногда вы фору дадите молодым вот в некоторых ваших каких-то талантах, способностях, что ли, да, вот у каждого это будут свои таланты, свои умения, да, то есть вот в некоторых моментах вы реально дадите фору молодым. Но вот с женщинами вот как-то это слабинка у вас, что ли. Вот с женщинами вы таете, особенно вот когда вы влюбляетесь. Женщины как-то всегда находят ключик к вам, именно ключик к манипуляциям вами, да, вот вы позволяете манипулировать, позволяете как-то, ну вот, грубо говоря, лапшу на уши вешать. Поэтому вот я просто вас так предостерегаю в будущем, когда будут у вас знакомства. Это скорее будут знакомства, знаете, я сейчас говорю о таких вот несерьезных. И я думаю, вы их даже почувствуете. Вот такие женщины, такие охотницы, да, кто-то охотницы за деньгами, кто-то охотницы за жезлами, да, как вы знаете, которым кроме жезлов ничего больше не нужно. В принципе, любой нормальный мужчина это понимает и даже чувствует, в общем-то. Поэтому будьте осторожны. Это маленькое такое предостережение. Женщинам, вы, я еще раз повторю, вы нравитесь. Может быть, вы не замечаете этого, либо же не хотите замечать. Потому что может проигрываться еще ситуация, что из-за вот этого вашего состояния, знаете, ну не очень такого позитивного, активного, да, которое не располагает на какую-то мужскую охоту, так скажем, да, охоту за женщинами, я имею в виду, то это состояние может, знаете, вот как бы, ну, затмевать, что ли, в каком-то смысле то, что вы видите вот именно по отношению к женщинам. То есть вы можете не замечать и тот же флирт, вы можете не замечать и какую-то симпатию, какие-то проявления именно вот женского интереса к себе, понимаете? Вот именно из-за своего внутреннего состояния еще это может быть. Хотя, вот знаете, я вам скажу, что такой типаж, как вы, женщинам очень интересен. Вы активный мужчина, вы сексуальный мужчина. Вот я сейчас говорю о том, какой вы вот настоящий. То, что у вас сейчас не очень такой приятный период, не очень хорошее может быть настроение, возможности и так далее, это совершенно другая история. Но вы, в принципе, вы довольно неплохой любовник, вы такой активный, огненный, вам, если что-то нужно, вы горы свернете. Такой вы довольно целеустремленный товарищ. Женщины, кстати, это очень хорошо чувствуют. И вот слетаются, как, знаете, как, я не знаю, как же это назвать, как, ну, бабочки на цветок назовем, да, чтобы других ассоциаций не было. Вот, поэтому, в принципе, у вас довольно неплохой потенциал. У вас есть такое, знаете, вот именно мужской стержень, который чувствуют женщины. Потому они и, ну, пытаются как бы клеиться, да, вот каждая по-своему. Кто-то улыбнется, кто-то подмигнет, там, я не знаю, кто-то еще какие-то намеки будет использовать. Но как-то вот не можете вы никого в душу пустить. Вот, ну, не ёкает сердечко ваше, ну, не ёкает и все тут. Так, что еще вас ждет? Боже, жарища такая.
Просто задыхаюсь, ребят, напишите, что у вас происходит. У нас вообще уже в тени 35 градусов, просто дышать невозможно. Уже сердце выпрыгивает просто. Так, поехали дальше. Смотрите, у кого на пороге будет денежное какое-то вознаграждение, зарплата, вы получите, да, денежку, если вы ждете, вот-вот должна поступить. Довольно неплохая денежка, да, это могут зарплата, может быть премия, это может быть кому-то долги ваши отдадут, да, у кого-то, возможно, даже наследство на голову свалится, да. Смотрите, еще такой момент. У вас будет очень тесный такой какой-то, я не знаю, как назвать, ну, контакт, разговор, что ли, встреча какая-то очень важная будет вот именно связана с мужчинами. Это будет скорее касаться встреча по работе, может быть, разговор по работе. Опять же, это будет у всех по-разному проигрываться. Кому-то работу предложат, кому-то предложат еще какие-то взаимовыгодные, может быть, сделки. Может быть, компаньон новый у кого-то появится. Ну, то есть это будет довольно важный, такой именно важный для вас разговор. Сейчас мы уточним. Опять же, делаю акцент, у кого планируются какие-то перемены вот по работе, именно какой-то тандем, да, вот как я только что сказала, что вы ждете каких-то важных разговоров, важных решений, может быть, по работе. Здесь такой момент может быть, что опять же фильтруйте, потому что вот эти вот мужчины, которые будут с вами задействованы, разговор, может быть, будет с ними, либо же это у кого-то это работодатели могут быть. Осторожно очень, потому что могут быть манипуляции, какие-то хитрости, какие-то уловки. Еще здесь может быть, знаете, вот обещают одно, а по факту будет другое, да, допустим, вот по работе вам, может быть, другую специальность, другую там работу, вакансию предлагают, могут красиво петь, но по факту будет все по-другому. То есть, опять же, фильтруйте и, если можно, ну как-то проверяйте, да, вот доверяй, но проверяй, как говорят. Что еще вас ожидает в недалеком будущем? Ну вот постоянно идет у нас такой вот ниточкой, да, вот идет вот переживание именно вот любовного характера. Вот какой-то период вы будете еще переживать, да, потому что вот те женщины, которые будут попадаться у вас на жизненном пути, они-то будут разнообразные, да, и разного возраста, разного статуса, как я говорила, но как-то не ёкает. Но вот что самое интересное, в вашу жизнь еще придет женщина, которая, как бы, это не будет гостья из будущего, это будет скорее гостья из прошлого. Эту женщину вы знаете. Вы с ней общались, возможно, даже вы ей симпатизировали. Это такой, знаете, экскурс в прошлое. Она появится очень неожиданно в вашей жизни, и здесь уже не исключены, что у вас завяжутся отношения, но уже это будет, знаете, осознанный выбор, это осознанные отношения будут, хотя она непростая. Вот эта женщина, она у нас королева мечей выпала, да, вот она такая вот эмоционально холодноватая, может быть, но пусть вас это не пугает абсолютно, это не значит, что она не умеет любить, не умеет ценить и так далее. Просто вот такая она более сдержанная, она может быть колкая на язык, она такая рациональная, да, вот у нее всегда такой вот, ну, трезвый подход ко всему, да, вот если есть люди, которые живут душой и сердцем, то эта женщина, да, она, конечно же, имеет и душу, и сердце, но она все 100 раз обдумает, прежде чем принять какое-то важное решение, допустим. С ней, вы знаете, вот все равно, вот какой бы жесткой она ни была, вот с ней вы немного растаете. Вот растаете и станете вот таким же романтичным, каким вы были раньше. Вы вспомните какие-то свои вот моменты из прошлого, как вы раньше ухаживали, да, но сейчас вы будете ухаживать за ней с удвоенной силой, потому что, ну, как-то, вы знаете, вот встрепенетесь, как будто проснетесь от какого-то затяжного сна.
Это будут отношения, еще раз говорю, абсолютно продуманные, абсолютно такие вот, ну, любовная любовь придет в вашу жизнь. У нас туз кубков пришел на расклад, поэтому это взаимная любовь, это состояние, когда вы будете переполнены чувствами, любовью, конечно же. Это состояние именно взаимности, да, это не игра в одни ворота будет, а именно вот взаимно, когда все взаимно в отношениях. К этому многие стремятся, этого многие хотят, да, этого многие люди ищут, но, к сожалению, не все находят. Поэтому, ребята, потрясающая вас жизнь ждет, да, вот, и, в принципе, я не вижу никакого негатива, такого, чтобы серьезного, чтобы было за что переживать. Поэтому не накручивайте себя, даже у кого сейчас опускаются руки, даже у кого, знаете, вот мысли больше в негативном русле, кто уже считает, что все, уже поезд ушел, никаких отношений, ничего не будет. Могу вас заверить, что будет у вас большая, чистая и, главное, взаимная любовь, чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!